Много притесняли меня от юности моей, но не одолели меня. Среди коринских персонажей, связанных с его картиной «Русь уходящая», встречаются достаточно молодые люди. Что может значить их появление там, где все напитано опытом и мудростью подвижников церкви? Как их появление соотносится с основным замыслом художника? Последний итоговый эскиз картины Корина представляет собой трехчастную композицию. В левой части выделяется фигура молодой статной женщины в светской одежде с большими красивыми глазами. Длинное платье подчеркнуто не закрывает ног, обутых в элегантные туфли. Это Софья Михайловна Мейен, урожденная княжна Голицына. В 1924 году она поступила на химико-фармацевтический факультет 2-го МГУ, но через полгода ее отчислили из-за дворянского происхождения. Ее мужа арестовали в начале войны, он погиб в лагере в 1942 году, а она одна воспитывала 3 детей, которые все получили высшее образование. Всю жизнь Софья Михайловна работала машинисткой. Павел Корин дружил с ее братом, и они иногда бывали у него в мастерской, но чаще виделись в церкви Ильи Обыденного. Как говорят очевидцы, Корин обычно стоял в проходе справа, а Софья Михайловна пела в хоре. Эскизный портрет Софьи Михайловны был написан художником в 1933-1935 годах и затем почти без изменений помещен в итоговой композиции, созданной в 1959 году. В правой части композиции в первом ряду помещены еще 3: молодой монах Федор Богоявленский, молодая монахиня Таисия Татьяна Николаевна Протасьева и еще один молодой иеромонах Пимен из Веков. Федор Богоявленский, сын русского консула в Персии, был клириком Высокопетровской монашеской общины. Корин предполагал изобразить его вместе с 2 другими иеромонахами-петровцами, но затем поставил отдельно, в ряду молодежи. Монахиня Таисия Протасьева была духовной воспитанницей игуменьи Фомарии Марджановой. Ее отец Николай Васильевич Протасьев перед революцией последовательно был губернатором 3 губерний – Олонецкой, Карелия, Самарской и Харьковской. Умер он в 1915 году от цепного тифа, заразившись им при личном инспектировании санитарного поезда, прибывшего с фронта. Татьяна в 19 лет в 23 году отправилась в Серафимо-Знаменский скит игуменьи Фомарии. Конечно, официально монастырем он уже не был, но сестры продолжали поддерживать монашескую жизнь. В 24-м скит закрыли, и сестры разошлись, кто в известную Аносину пустынь, кто на родину в Серпухов, а кто-то вместе с матушкой Фомарью в снятый ею дом к северу от Москвы. Здесь продолжает жизнь ее уже тайная монашеская община. Татьяна следует за своей наставницей. В декабре 30 года она была арестована и провела в заключении следующие 2 года. После освобождения Татьяна смогла вернуться в Москву. Она стала певчей левого непрофессионального хора известного храма пророка Илии в Обыденном переулке. А через несколько лет смогла устроиться реставратором в Государственный исторический музей. Там она проработала до выхода на пенсию, причем, начав простым реставратором, закончила научным сотрудником и крупным исследователем русских средневековых рукописей. Ее духовная жизнь продолжала быть очень интенсивной.
В 60-е и 80-е годы она поддерживала духовное общение со старцами известной Глинской пустыни, закрытой в годы хрущевских гонений, но обретшими пристанище в тайных скитах Абхазии под покровительством митрополита Зиновия Можуги. В 1974 году мать Татьяна приняла постриг в великую схиму с именем Фомарь в честь ее давно почившей духовной матери. Она умерла в 1987 году, сохранив переданное ей призвание к духовной жизни все советские годы. Главной фигурой в правой части коринской композиции становится молодой иеромонах Пимен. Более того, он помещен ближе всех к зрителю, и его образ ощущается как центральная фигура картины. Вообще, образом монаха-регента Пимена из Векова Корин заинтересовался в 20-е годы, когда молодой талантливый регент стал известен в московских храмах. Первый набросок был сделан еще в 1926 году. Пророческим чутьем художника Корин уловил в нем того, кто будет вести церковный корабль фактически до самого конца советской эпохи. Именно патриарх Пимен начнет процесс прославления новомучеников, канонизировав в 1989 году патриарха Тихона. Что же символизируют эти молодые люди? Несмотря на возраст, они уже стали членами церкви, но в начале 30-х годов у них еще нет прошлого. Поэтому они олицетворяют будущее церкви. На картине Корина показана церковь молодая, которая опирается на силу взрослых поколений, силу святых и подвиг мучеников.